Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака Зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 9 по 15 февраля. Давайте посмотрим, что ожидает Водолеев в этот период времени и какие же карты вам сегодня выпадут. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, оставить сообщение. В любом случае, любой активности вашей буду очень-очень рада. Итак, давайте посмотрим. У нас сегодня две колоды. Соответственно, на двух колодах делаем расклад. Сначала достаю карты из первой основной колоды, а затем из дополнительной колоды для уточнений, для разъяснений. Итак, знак Водолей. С понедельника по воскресенье, начиная с 9 февраля и заканчивая 15 февраля, неделя, которая предстоит. Итак, Водолеи. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть первая карта, у вас десятка жезлов. Карта в целом какой-то перегруженности работой, задачами. Может быть, вы чувствуете тяжесть от того, что просто устаете от каких-то бытовых дел. То есть может речь не идти о работе конкретно. Хотя понедельник, скорее всего, да, речь идет о том, что понедельник день тяжелый для кого-то из вас. Действительно, вам потребуется решительность, вам потребуется здесь настойчивость и напористость в решении каких-то ваших рабочих, скорее всего, вопросов. Может быть, вы чувствуете в чем-то ненужный груз, как будто бы тянете на себе больше, чем следовало. Может быть, ненужную работу выполняете, работу за кого-то другого или работу, которая вам не оплачивается, допустим. Или чувствуете, что вы на себя берете очень много обязательств там, бытовых, больше, чем, допустим, ваш там партнер, допустим, с кем вы живете. Может быть, и какая-то ситуация недопонимания, от чего вы тоже испытываете тяжесть, ощущение такой вот перегруженности. Давайте посмотрим дополнение. Здесь карта королева дисков. В целом, королева дисков — это земная стихия, да, может говорить про общение с земным знаком, девы, тельцы или козероги. Но вот здесь вот если мы говорим о загруженности, то здесь загруженность делами, возможно, потому что вы здесь стараетесь очень ответственно выполнять свою работу. То есть вы трудолюбивы, вы здесь напористы, настойчивы, вы здесь выполняете какие-то задачи, какие-то вопросы, соответственно, решаете, может быть, касающиеся работы, зарабатывания денег, да, поэтому королева пентаклей. Но также здесь в целом королева пентаклей — это по сути что-то земное такое, понятное, да, что-то приземленное, и вам хочется этой стабильности и постоянства, и, возможно, поэтому вы на себя возлагаете больше, чем следовало бы, и тянете на себе больше, чем следовало бы. Также может быть и ситуация, где вы, возможно, пытаетесь с кем-то договориться о чем-то, может быть, здесь касается это как-то финансов, тоже не можете договориться, допустим. Или какая-то ситуация недопонимания с земным знаком зодиака. Следующая карта у вас идет восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей, она о работе, она о успешной, скорее всего, работе. То есть работа, которая приносит результаты, когда вы можете наконец-то, да, уже увидеть какой-то реальный результат того, что вы делали. И восьмерка пентаклей, она в целом говорит о том, что вы здесь можете сталкиваться еще и с удачей, да, то есть удача на вашей стороне, вам в чем-то везет. Вы можете здесь по этой карте получать какие-то деньги, вы можете здесь получать какие-то подарки, бонусы, какие-то дополнительные, может быть, поощрения, я даже не знаю, возможно, вы здесь что-то получаете для себя полезное и ценное там в виде знаний, да, можете что-то узнать, чему-то научиться, что может потом в последующем тоже сыграть вам хорошую какую-то хорошую роль, соответственно, да, может быть, и какую-то прибыль принести, то есть чему-то вас научить. Тут же идет семерка пентаклей. И семерка пентаклей, она о том, что то, что вы делали плодотворно, долго, во что вы вкладывали много усилий, приносит плоды. То есть то, что вы ожидали, когда же наконец-то обернется каким-то уже результатом, вы были терпеливы, вы
понимали, что что-то происходит медленно, но вы видели, что вы идете к успеху, и что ваша работа, она не бесполезна, что она результативна, вы видите здесь какие-то хорошие результаты, соответственно. Может быть, вы ожидали каких-то известий, тоже можете здесь их получать. Дальше идет 7 жезлов, и вот здесь вот много преодоления определенных препятствий, сложностей, трудностей, которые у вас могут быть в этот день, то есть что-то может не совсем ладиться в делах, какие-то возникают проблемы по 7 жезлов, вы можете справляться с критикой со стороны других людей, да, может быть какое-то противостояние. Но вы здесь умеете правильно отстаивать свои права, правильно выстраивать свои границы, соответственно. И можете добиваться того, что вам нужно, несмотря ни на какие вот, возможно, да, какие-то препятствия, которые вокруг вас есть. И по Верховной Жрице вы стараетесь поступать довольно мудро, вы стараетесь здесь принимать разумные и мудрые решения. Вы в целом не спешны в своих действиях, да? Вы стараетесь, может быть, даже где-то сохранять гармонию во всем том хаосе, который происходит вокруг. Хотя вокруг может быть, да, какая-то борьба, какая-то конкуренция, какие-то выяснения отношений. Вы можете стараться от этого как-то отгораживаться, чтобы заниматься своими делами. То есть сохранять гармонию, сохранять спокойствие. Также здесь еще может быть и ситуация, где вы что-то делаете в тайне, да, или узнаете о какой-то тайне, что-то такое происходит тайное у вас в этот день, какая-то новость, может быть, тайная, которую вы узнаете, или какой-то секрет, либо вы что-то в тайне делаете, чтобы справиться с какой-то конкуренцией или с какой-то здесь критикой. Может быть, каким-то образом решить свои проблемы здесь, но при этом не разглашая особо способ, которым вы это делаете. Карта Тройка кубков, веселье и праздник. Это в целом ощущение радости, которое у вас в этот день присутствует. И здесь очень много по тройке пентаклей, еще и works, работа, да, радость за успех в работе, успех в делах. Также здесь вас поддерживают близкие, коллеги. Может быть, вы вместе с ними что-то отмечаете. А может быть, ваши друзья здесь вас поддерживают. И вы, как сплоченная команда, здесь воедино, да, что-то делаете, добиваетесь своих целей, одних целей, да, для вас. Также вы можете здесь получать помощь от ваших близких, от ваших друзей тоже, от ваших коллег. Вы здесь с удовольствием, с интересом выполняете что-то, касающееся какой-то командной работы или командной задачи. Карта Двойка Пентаклей, очень много суеты, очень много беготни в этот день, может быть, в пятницу, очень много, может быть, по Принцу Кубков также. Ситуация, где вам нужно будет, вот вы такие вдохновленные, воодушевленные, будете решать какие-то дела, какие-то вопросы, но вам нужно будет очень четко расставлять приоритеты, чтобы правильно здесь, правильно выполнять все дела, чтобы все успевать делать. Соответственно, вам нужно здесь правильно расставлять приоритеты, чтобы не упустить ничего важного, чтобы сделать сначала главное, да, затем второстепенные какие-то вещи. По Принцу Кубков, который в целом такой очень вдохновленный, здесь на крыльях мчится, здесь очень много такого вот приятного настроя, да, может быть, такого очень оптимистичного настроя, который у вас присутствует, может быть и общение с водным знаком, то есть раки, рыбы или скорпионы также. Также может быть и ситуация, где двойка — это выбор, а рыцарь кубков — это ситуация с какого-то, знаете, внушения, в котором вы находитесь, и когда вам нужно принять решение, выбирая из нескольких вариантов, вам нужно быть осторожнее, потому что вы можете быть обмануты, или вы можете принять решение, потому что, просто не всей информацией владеете, не все узнали, да, то есть вот как будто что-то от вас пока что скрыто. Дальше идет 9 мечей, и вот 9 мечей о переживаниях, накручиваниях себя, может быть, каких-то сомнениях, правильно ли я делаю, правильно ли поступаю, 6 пентаклей, правильно здесь по 6 пентаклей я поступаю, что, допустим, вот можете переживать по поводу какого-то успеха, да, правильно ли я делаю, да, что вот таким образом получаю этот успех. Может быть, вы вините себя за то, что таким вот образом как-то поступили. Или по карте 6 пентаклей здесь вы можете, знаете, как будто думать о том, что кому-то нужна помощь, но вы не знаете, можете ли вы это сделать, или стоит ли этот шаг делать, эту помощь принимать. Или кто-то вам предлагает помощь, когда она вам нужна и поддержка, а вы от этого можете отказаться почему-то. Да, почему-то посчитать, что
стыдно принять какую-то помощь, или вы себя здесь, не хотите в виде нуждающегося, да, допустим, человека ощущать. Также может быть и по шестерке пентаклей. Это в целом как взаимный обмен чем-то, да, вы что-то отдаете одному человеку, он вам что-то другое отдает. И здесь может быть просто как бессонная ночь, очень много каких-то переживаний перед каким-то событием, может быть даже и чьим-то днем рождения, где вы потом получаете подарки, обмениваетесь эмоциями, да, но при этом девятка мечей как переживание перед этим, или какая-то вот действительно как не доспали, что-то вас волновало, беспокоило. Карта мага, карта нового начала, воскресенья вместе с картой туза жезлов, то есть действительно начало. Она в целом показывает новые начинания и новые какие-то возможности, которые у вас появляются здесь в воскресенье. Вы полны сил, полны решительности. Вы здесь по карте маг очень активные будете, энергичные в целом. Горите какой-то идеей, которую хочется реализовывать, и очень четко и ясно будете понимать, куда вам нужно двигаться и чего вы хотите, соответственно, в ближайшем будущем. Итак, дорогие мои водолеи, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя. До скорого!